концу 43-го, началу 44-го стало понятно, что Су-85 уже не так хорошо справляется с ролью истребителя танков. Немецкие машины стали слишком бронированными для нее. Тогда было решено создать машину, вооруженную 100-мм орудием. Такой САУ стала Су-100. Простой способ наименования техники. Прототип данной машины был создан в феврале 44-го года. Испытания в апреле того же года прошли успешно, и было решено запустить Су-100 в производство. В течение нескольких месяцев Су-85 и Су-100 выпускались параллельно. И хотя испытания Су-100 завершились еще в апреле, производство перешло на выпуск исключительно этой машины только осенью. Су-100 построена на базе Т-34. Мы уже делали обзор Т-34, поэтому не будем заострять внимание на мелких деталях. И, как обычно, посмотрим на машину снаружи и заглянем внутрь, чтобы узнать, как она работает. Итак, передняя часть машины. Башни, естественно, нет. Это истребитель танков, поэтому орудие большого калибра устанавливается прямо в корпус. И не нужно беспокоиться о погоне башни и других подобных вещах. Вместо 85-мм орудия Т-34-85 на такую же ходовую часть была установлена 100-мм пушка. Лобовая броня намного прочнее, чем броня Т-34. Теперь здесь 70 мм брони, а не 45. Броня находится под чуть меньшим наклоном, 50 градусов. Разница небольшая, но это обеспечивало больше пространства внутри машины. Это машина конца производства. Передняя лобовая деталь приварена к нижней части корпуса. Балка, соединявшая раньше верх и низ корпуса, теперь отсутствует. Давайте узнаем, когда была выпущена эта машина, используя метод, которому меня научил Юрий Пашалок. Итак, смотрим. Первая цифра 7. Думаете, это 1947 год? А вот и нет. На этом заводе, а это был завод в Свердловске, решили, а давайте 7 будет означать 5. Так что эта машина была выпущена в 1945 году в ноябре под номером 97. То есть производство продолжалось и после окончания войны. Впереди, как обычно, находятся запасные траки гусениц, буксировочный крюк, заглушка механизма натяжения гусениц, где используется червячный привод, чтобы сдвигать ленивец вперед или назад. Большая маска орудия, большая пушка, большой люк. Ходовая часть Су-100 идентична ходовой Т-34. Мы ее уже рассматривали, и она действительно точно такая же, вплоть до расстояния между катками. Но если вдруг вы не видели серию от Т-34, быстро напомню. Ведущее колесо не зубчатое, а с роликовыми опорами, которые сцепляются с центральными направляющими траков. Центральные направляющие на каждом втором траке. Звенья гусениц соединяются незакрепленными пальцами, которые при движении ударяются об полку на корпусе и возвращаются на место. Катки литые. По 2 топливных бака объемом 90 литров с обеих сторон корпуса. В передней части рубки расположена бойница для ведения огня из мелкокалиберного оружия. А перед местом командира находится место крепления антенны для радиостанции 9РС или 9РМ. Задняя часть корпуса такая же, как у Т-34, те же 45 мм наклонной брони. Дополнительные топливные баки являются послевоенной модификацией. Эта машина состояла на вооружении Болгарии, так что баки, скорее всего, установили в 50-х. А в остальном все без изменений. Большой круглый люк доступа к механизмам трансмиссии и управления, трубки дымовых генераторов, 2 выхлопные трубы. Снизу, как и на Т-34, находятся буксировочные крюки и большие бронированные кожухи бортовых передач. Если открутить все болты, задняя панель откидывается, держась на петлях. Остался и походный стоп-сигнал, маленькая лампочка по центру сверху. Снаружи передней левой части рубки нет абсолютно ничего интересного. Ни бойницы, ни командирской башенки, ни места крепления радиоантенны. Здесь крепление для запасных траков, послевоенная модификация и фара. Надо сказать, что забираться на эту машину очень просто. Ставите ногу на небольшой выступ, потом на грязевой щиток, можно встать на люк, он достаточно крепкий. И вот вы уже на крыше. Жаловаться не на что.
Моторное отделение такое же, как и на Т-34, который стоит позади меня, за исключением одной особенности. Так как нет башни, ее задний отсек не закрывает треть моторного отделения, так что места здесь намного больше. Думаю, ночью здесь могли поместиться 3 члена экипажа, а 4-й размещался в передней части, там, где сейчас открыт люк. Где спать 5-му члену экипажа, я не знаю. Броня в задней части рубки толщиной 45 мм. Рядом со смотровым отверстием есть еще одна бойница, чтобы вести огонь назад. Под 2 бронированными кожухами находятся вентиляторы. Большой одностворчатый люк заряжающего. Он откидывается вперед и подпружинен, чтобы его было легче открывать.